Я мама Каева Азамата Ринатовича. Мама осужденного Тагирова Ирика Ришатовича. Мама Корнева Александра. Мама Салимова Артура. Дочь Ахмедшина Фаниса Фаритовича. Обращаюсь ко всем неравнодушным, правозащитным организациям, к общественности. Обращаюсь к президенту нашей страны. Я одна из мам, сына которого несправедливо, беззаконно осудили на огромный срок тюрьмы. Да, именно беззаконно, так как сделали над нашими сыновьями показательное судилище. Моего сына осудили на 14 лет с большим штрафом. Ему дали 13 лет строгого режима и штраф в сумме 400 тысяч рублей. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы. Приговорен к 20 годам лишения свободы. Приговорили бездоказательно к неразумному сроку 24 годам лишения свободы. Военно-окружной суд осудил к 11 годам лишения свободы в колонии поселения строгого режима и с ограничением свободы в 1 год и 450 тысяч штраф. Что уму непостижимо такие цифры уложить в голове. У меня убили маму, и за такое тяжкое преступление дали намного меньше, нежели моему отцу, от которого не пострадали люди, и нет никаких доказательств, что он участвовал в каких-то организациях. Мой сын Нурлыгаянов Ринат Ранифович никогда не был членом какой-либо запрещенной организации. Он об этом заявлял в первый же день ареста и так подписывал протокол задержания. Заявлял об этом во время следствия и в своем последнем слове. Доказательствами вины моего сына явились религиозные книги и аудиозаписи разговоров на религиозные и политические темы. Пострадавших нет, оружия нет. Суды шли многочисленные нарушения прав человека. Так же, как и следствие. Мой сын Салимов Артур закончил школу с серебряной медалью, закончил нефтяной университет с отличием. Он имеет семью и 2 малолетних детей. Мой сын обыкновенный парень, у него была работа, семья, никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности. Мой отец пожилой человек, который очень болен, так как у него отсутствует много органов. 60 сантиметров кишки, селезенка, язва, операция очень сложная на ногу. Все ребята, которых сейчас приговорили к огромным срокам, имеют семьи, родители, по 2, 3, 4 детей. Все мечтали, жили и мечтали о будущем. Разве террористы мечтают о будущем? За что такие большие сроки? За что так наказали наших детей? За то, что они верили в Аллаха, ходили в мечеть, читали намаз. За что? Это обращение, крик нашей души, крик души всех родителей, всех близких, родных о помощи. Это слезы детей, ребят, которых сейчас осудили, которые остались сиротами. Прошу вас всех, каждого члена нашего общества, начиная с президента нашей страны, не быть равнодушными, вмешаться в этот судебный произвол.